Приветствую! Обзор-анализ прогноз криптовалют. Биткоин за последние сутки теряет почти 2%, а некоторые альткоины показывают стабильный рост на протяжении нескольких дней. Например, монета Экси. Сегодня ее тоже посмотрим. За последние сутки лонги и шорты по биткоину практически не изменились. Немного прибавилось шортов, плюс 3,2%. Открытые на прошлой неделе. Шорты по-прежнему не ликвидированы и не закрыты. По эфириуму аналогичная ситуация. Лонги и шорты практически без изменений. По риплу данные показатели также в пределах погрешности, плюс-минус 5%. В топ монет по объему торгов за 24 часа врывается монета Экси. Да, та самая, которая растет уже третий день подряд. Она находится на 56-м месте CoinMarketCap и на данный момент очень популярна. Что же касается индекса страха и жадности, то он ожидаемо продолжает колебаться в районе 20. Сегодня он снова снизился, это цифра 20, вчера он был 21, и мы скоро, похоже, просто впрямую выровняемся. Продолжаем находиться в зоне экстремального страха. Альт-сезон стремительно летит вниз, на сегодня этот показатель равен 35, и я думаю, это даже хорошо. Раз мы уж решили уйти из зоны альт-сезона, то я думаю, поскорее бы этому показателю охладиться, чтобы развернуться и направиться снова покорять вершины данного индикатора. Поэтому если уж и полетели, то туда ему и дорога. В прошлый раз на истории, когда мы из зоны альт-сезона быстро перешли в сезон биткоина, пару месяцев находились здесь и естественным образом пошли снова покорять вершины. Поэтому чем быстрее упадет, тем быстрее потом поднимется. За последние 24 часа ликвидировало 63 тысячи трейдеров на общую сумму 210 миллионов долларов. Также примечательно, что в топ по ликвидациям вошла и та самая монета Экси. Видимо, многие ее начали шортить, а она продолжала расти. Тем самым сыграла злую шутку с любителями шортов. Grayscale 2 недели подряд все продавал, потом один день решил закупиться несколькими монетами из низа своего списка, но сегодня вернулся к своей традиции и вновь все только продает, ничего не купил. Сентимент пользователей Твиттера продолжает находиться на высоких значениях, но уже видно, что он разворачивается и направляется вниз. Отчасти это неплохо. Для нормального полноценного роста нужно, чтобы люди перестали верить в этот рост, и тогда он будет более вероятен. А когда все ждут и готовы к росту, его, скорее всего, может и не быть. Еще один интересный график. Здесь показана зависимость Google трендов и того самого индекса страха и жадности. В прошлый раз, как видно на истории, когда показатель индекса страха и жадности пересек значение Google трендов, цена пошла в стремительный рост. Сейчас же мы наблюдаем подобную же картину. Google тренды направляются вниз, а индекс страха и жадности пока завис на месте, но я думаю, в скором времени ему дорога наверх. И когда будет пересечение данных показателей, это будет положительным сигналом для роста цены биткоина. Резервы биткоина на всех биржах продолжают сокращаться, резервы эфириума также идут вниз, а вот стейблкоины после недавнего снижения решили немного все-таки остановиться, и стремительного падения нам, похоже, не видать. Пока резерв стейблкоинов на всех биржах за последние сутки немного подрос. Приток биткоина на бирже продолжает находиться на низких уровнях, из чего можно сделать вывод, что его не заводят на бирже. Опять-таки это является хорошим знаком. Если его не заводят, значит его не собираются продавать и сливать. Об этом же говорит и объем покупок и продаж. Уже несколько недель мы видим планомерное снижение данного показателя. Майнеры у нас продолжают держать свои денежки при себе и не продавать. Это особенно красиво выглядит на фоне вновь растущего хешрейта, который обновил предыдущий максимум и устремился наверх. Это очень хороший знак для разворота цены биткоина и дальнейшего роста. Из важных новостей на монетах стоит отметить то, что Coinbase Pro снова листит парочка монет. На этот раз это монета Mask Network и Rally. Они будут залистены уже сегодня и доступны к торговле. Обычно листинг положительно влияет на волатильность и рост монет. Также монета AAVE листится на Binance в США. Это не тот самый Binance, на котором, скорее всего, вы торгуете. Это отдельный Binance для резидентов Соединенных Штатов. И данной монеты там до сих пор не было. Напомню, что сегодня удаляют монету, делистит ее с биржи Exmo, это Monero. Думаю, уже все ее продали либо вывели оттуда, но на всякий случай напоминаю, это состоится сегодня. Парочка конспирологических твитов от Илона Маска. Он ответил цифрами на твит пользователя. Мне нужно твитить тупые расплывчатые вещи в надежде, что некоторые люди сочтут их закодированными, значимыми
и загадочными. Это уже происходит с Шибитоши Накамото и, конечно же, Илоном Маском. На что Илон Маск привел ряд цифр. Скорее всего, это просто на рандом какие-то цифры, но уж очень они близки к цене биткоина. Вполне возможно, если Илон Маск действительно здесь что-то зашифровал, то запишите себе куда-то это на листочек и следите, что биткоин будет расти сначала до 48, до 61, 68, потом будет коррекция до 61 и грандиозное падение до 20, а затем снова рост. Вполне возможно, это просто бред. Да, скорее всего, это просто бред, но на всякий случай запишите. И в ту же копилку странных твитов Илон Маск опубликовал фото своего ребенка на фоне журнала самолета и написал: немного легкого чтения с Lil X. И на одной из страниц написано: начинаем с А12. А что такое А12? Как несложно догадаться, это самолет. На второй странице изображен самолет. Забиваем в Google А12, видим, кроме рекламы всяких телефонов, у нас есть Википедия, где тот самый самолет. Если смотреть карточку данного самолета, то здесь много фигурирует значение 60. В полете с 60-го года, первый полет 62 год, начало эксплуатации 63, конец эксплуатации 68. Да, можете уже начинать писать в комментариях, что это точное пророчество и нужно ставить хату на рост биткоина до данных цифр. Но в сочетании с предыдущим твитом, где он написал эти же самые цифры 61, 68, это выглядит занимательно. Может быть, Илон Маск нам что-то хочет сказать? Что у нас из интересных новостей в криптовалютах? Создатель Dogecoin заявил, что криптоиндустрия контролируется карателем богатых людей. Один из создателей криптовалюты Dogecoin, Джексон Палмер, в минувшую среду публиковал пост в Twitter и резко высказался о цифровых валютах в целом. Меня часто спрашивают, займусь ли я снова криптовалютами или вновь буду регулярно делиться своими мыслями по этой теме. Мой ответ – искренне нет. В статье пишется о том, что Dogecoin был создан как криптовалюта-шутка, что ее никто не воспринимал всерьез, что никто даже не рассчитывал на ней заработать. Ни один из создателей этой криптовалюты не получили от нее нормальной выгоды и прибыли, потому что быстро распродали ее, как только она показала хотя бы какой-то рост. Так вот, по мнению Палмера, криптоиндустрия контролируется карателем богатых людей и использует сеть сомнительных связей, продажных агентов влияния и СМИ, чтобы обогатить их деньгами, отчаявшихся в финансовом отношении и наивных людей. Он в принципе считает, что подобная схема и раньше существовала еще до крипты, и в конечном итоге обычным людям криптоиндустрия и подобная схема принесет только вред. Здесь нет гарантии от мошенничества, в чем с ним согласны и другие критики криптовалют. После того, как Палмер высказался обо всем этом, второй создатель Dogecoin, Маркус, также поддержал его точку зрения. Вот так и происходит, даже создатели криптовалют не верят в ее перспективы. И весь курс, весь рост держится лишь на обычном пиаре. Если бы Илон Маск не занялся рекламированием Dogecoin'ов, эти собаки так бы и остались лежать на дне. Глава ФРС заявил, что появление цифрового доллара ударит по популярности биткоина. Также Джером Пауэлл усомнился в необходимости стейблкоинов и вообще любых криптовалют после появления цифровой версии доллара. Он считает, что у доллара нет конкурентов. Все для резервного статуса есть у США. Приоритет должен быть в том, чтобы при выпуске цифровой версии валюты все сделать правильно, а не на темпах реализации. По мне, так единственная причина, почему биткоин может потерять свою популярность при выходе цифровой версии доллара, это просто потому, что его запретят законодательно. И многие испугаются и будут его сливать. Можно еще понять, что доллар будет как-то равносилен стейблкоинам, но чтобы он был таким же, как биткоин, то это совсем не так. Visa и MasterCard продолжат работу с Binance вопреки давлению регуляторов. Об этом написали в Financial Times. Данные платежные системы заявляют, что в курсе, и они прекрасно осведомлены о заявлениях Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, но пока продолжат свою работу с Binance. Все потому, что они видят, что данная биржа выполняет нормативные требования. Видимо, пока просто ограничения не такие уж и жесткие. В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании 113 миллионов долларов через криптовалюту. В основном это было сделано через стейблкоины и USDT. Данная группа мошенников вела свою деятельность более 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 криптокошельков USDT. Собираются снимать документальный фильм об эфириуме. Команда документалистов работает над первым полнометражным документальным фильмом об эфириуме и собирает на него пожертвования. Жаль, конечно, что фильм будет не
не художественным, и многие зрители его просто не увидят. Об этом говорит, конечно же, и то, что на создание этого фильма собирают пожертвования. Он будет просто ради каких-то фестивалей. Я всегда думал, что Бутерин заслуживает публикации своей истории. Вся команда Эфириум чиста, аутентична и добра. Если вы только начинаете изучать Эфириум и не участвуете в работе индустрии, многое из истории проекта остается за кадром. Но я всегда думал, что если бы мир мог увидеть и понять, как это все создавалось, проект получил бы больше поддержки. Это, безусловно, положительная новость для цены Эфириума, но отыгрывать она будет только как минимум в 2023 году, когда этот фильм создадут и будут распространять по кинофестивалям и среди, так сказать, тусовки криптоэнтузиастов. Ну а мы давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на графиках. По биткоину, эфириуму и риплу, я думаю, тут все без изменений. По биткоину также идем в нисходящем канале, но по-прежнему актуален прогноз на рост в волне B, пока мы не пробьем вот эти отмеченные на уровне 29 тысяч долларов за биткоин стопы. Здесь прогноз также в силе. По эфириуму такая же ситуация. Здесь был предположительный импульс. Сейчас мы находимся в его коррекции. И пока мы не пробили основание данного импульса, поход наверх также актуален и прогноз остается без изменений. Рост примерно до 3000 за эфириум. По риплу здесь тоже без изменений. Находимся в нисходящем канале и выглядит он слабее, чем две предыдущие монеты. Ну и давайте подробнее рассмотрим еще несколько других монет. Одна из них монета RIF, просили в комментариях. И у нас предыдущий прогноз завершился на том, что мы показали импульс. Сейчас находимся в его коррекции. И вот здесь у нас была разметка, что пока мы не готовы показывать рост, имеем трехволновую структуру. Несколько подряд движений со структурой из трех волн. Да, здесь нет никакого роста объема, здесь пока не видно, что мы собираемся разворачиваться. И пока по-прежнему коррекция у нас продолжает развиваться. Поэтому по рифу я бы в лонги не входил. Если же вы прям не можете и хотите его купить, то, естественно, стоп нужно ставить вот сюда за начало предыдущего движения. А покупать, в принципе, здесь точки входа пока нет. Также у нас пока движение нисходящее. И для того, чтобы рассматривать данную монету в лонги, нужно получить нормальный заходной импульс. И потом уже за основание стопа и покупаем и наверх. Пока здесь точки входа я не вижу. Монету Мана мне написали в донате, чтобы я ее глянул. И здесь, да, здесь намного интереснее. Здесь и объемы вышли, и структура просматривается. Давайте ее более глобально сейчас открою. Что у нас здесь? Мы ее даже смотрели раньше. Что у нас здесь происходит? Так, перекрасим. Так, давно мы ее смотрели. Здесь у нас была зона, куда мы ее ждали, и мы ее дождались. Сюда мы и пришли. В принципе, здесь все отыграли, все движение и направились в коррекцию. Давайте посмотрим, что у нас теперь здесь происходит. Находимся мы в четвертой волне. Пик волны 1 предположительно был вот здесь. Мы до него даже еще не дошли. Расчетную зону коррекции мы, естественно, уже давно пробили. Да, даже уже ниже ушли. Что у нас здесь имеется? Рост объемов – это хорошо. Пробили скользящую среднюю аж на дневном графике – это тоже хорошо. Имеем дивергенцию на индикаторе – это просто замечательно. И вообще, в принципе, неплохо выглядит монета. Это у нас, по-моему, NFT-шка. Ну, давайте отметим, что у нас на данный момент показывает график. График у нас показывает движение по импульсной структуре. Волна 3, по-видимому, еще развивается. Пока на данный момент нельзя сказать, завершилась ли здесь третья волна или нет. По косвенным признакам она здесь завершилась, но мы не дошли, не выполнили минимальную цель. И пока давайте отметим, что первая зона у нас находится на предыдущем максимуме. Затем мы снова можем уйти в коррекцию и уже добивать пятую волну. Это один из вариантов. А второй вариант, что мы уже завершили третью волну, уже завершили четвертую волну и сейчас также должны, в принципе, прийти в эту зону. Это первая минимальная цель для пятой волны, а расчетная цель находится на данных уровнях. На что здесь стоит обратить внимание? На то, что объемы у нас понижаются, индикатор у нас понижается. Это говорит об ослаблении движения и, думаю, пока стоит смотреть только на первые минимальные цели. В случае, если мы четвертую волну завершили. Пока по мане вот такой сценарий. Смотрим монету Элис. Это такая же NFT-шка, связанная с играми. Так, глобально после листинга на Binance мы ушли на дно. Здесь у нас на дневном таймфрейме прекрасно виден рост объемов, который намного превышает предыдущие движения. Вот здесь был похожий рост объемов, поэтому вот смотрите, даже рост объемов не дает стопроцентной гарантии, что мы улетим наверх, но он помог нам получить неплохой рост. Давайте посмотрим локально, что здесь видно. Здесь также похожа структура, как и на монете Мана. Только вот в коррекцию мы пока не торопимся идти. Объемы у нас также даже превышают. Здесь еще даже больше сил, чем в монете Мана.
Думаю, даже если мы отправимся в коррекцию, то в последующем еще одно движение вверх нас будет ожидать. Если пойдем в коррекцию, то вот она зона для этой коррекции, куда можем долететь, самая оптимальная зона. Поэтому кого интересует данная монета, вот если мы сюда придем, вполне можно будет рассмотреть покупки. Вот такой прогноз по Элис. И еще что-то хотел посмотреть. Ах да, также у нас же Экси была. Экси у нас впереди планеты всей, как говорится. Демонстрирует неплохой рост. Все это у нас на объемах. И глобально выглядит это вот таким образом, что мы сейчас в третьей волне. Это подтверждает объемы и индикатор. Это подтверждает структура. Вот здесь у нее возможный будет потолок. Здесь нужно будет присмотреться. В принципе, мы даже уже почти дошли сюда. Но потолок не глобальный, а локальный, имеется в виду вот в этом диком росте. Пока все выглядит неплохо. Это также NFT-шка, связанная с играми. Так что, глядя вот на этот рост подобных проектов, вы можете просто поискать NFT-шки, связанные с играми, которые еще не стреляли, и попробовать их тоже рассмотреть на покупку. Потому что по ним явно у нас пошел тренд. А если здесь рост закончился, то вот оптимальная зона коррекции для данной монеты. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!